А есть ли у Масленникова, у Димки, про Ховринскую больницу? Опа, а что же мы не смотрели-то? А как же я пропустил такие вещи-то? И как раз уж мы про нее заговорили, вы сейчас поймете, что это такое. Дмитрий Масленников. Ребята, как всегда, на Димона подписывайтесь, ставьте лайк. У Димона уже не за горами, я думаю, 12 миллионов подписоты. Сейчас я напоминаю, ребят, Димка снимает контент, по-моему, с пирамид, так что очень скоро ждем. Я хочу Димона также поздравить с тем, что попал на телевидение. Я считаю, это очень достойно и поздравляю. Единицам удается добиться таких высот. Ну что ж, Ховринская больница, Госбастер, Дима Масленников. Да я точно не поеду. Во что мы играем, я не понимаю. Во что мы играем, я не понимаю. Ховринская заброшенная больница. Это место знает буквально каждый. Больше 30 лет этот мертвый великан пугает проходящих мимо горожан. Больницу забросили на последнем этапе строительства, потому что она стала уходить под землю. Мистика. Убийства, сектанты, суициды, жертвоприношения – все это было и есть в ХЗБ. Я очень не хотел сюда идти, потому что осознавал, что... Я очень рад, что ее снесли к ебаной матери. Реально очень рад. Просто искренне от души, потому что 100% я бы там побывал, и хер его знает, чем бы это все закончилось, если там начать копаться в истории вообще этого места. Потому что мне ехать до Ховринской больницы, час. Можно было бы ехать. Этот выпуск может закончиться всем чем угодно. Но все-таки я тут. Я пришел в одно очень жуткое место, про которое все вы слышали. Очень смутное чувство. Это место просто, мне кажется, объято полностью различными мифами, легендами. Вот здесь вот явно кто-то живет. Там наткнуться, мне кажется, на бомжа вообще проще простого было. Вот как-то так закончилась наша первая попытка съемки в Ховринской заброшенной больнице. Ко мне вышли местные жители и вежливо попросили удалиться. Вот так вот закончить этот выпуск был бы просто неправильно по отношению к подписчикам. Поэтому я вернулся в Ховринскую заброшенную больницу, но вернулся я не один, а с охраной, которая должна была обеспечить мою безопасность. Но даже она с этим не особо справилась. В этот раз я подготовился немного лучше, свет покруче взял, так что вам все будет видно. Так, спустимся в подвал. Может, там будет возможность сейчас пройти, потому что просто... Твою мать. Я не буду этого показывать, ребят, но это животное бежит. Просто гробовая тишина. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Честно говоря, не знаю, насколько актуально здесь задавать этот вопрос, потому что здесь, как мы поняли, народ есть, и он действительно не дремлет и реально отзывается. Я даже не представляю, как он рисковал. И он очень сильно рисковал, именно знаете чем? Ну там вообще изи мог кто-то быть. Вообще изи просто. Потому что это черта города. Огромное количество возможных сейчас здесь знаков, свастик. Вот таких вот знаков. Заброшка часто это очень бывает. Знаешь, что здесь реально погибло много человек. Просто так ходить здесь очень неприятно. Мало того, что погибло, там очень многих убийств очень много было в этом месте. И вот таких провалов здесь буквально на каждом шагу. Найс. Хорошо, у меня еще тогда канала не было. Вдалеке слышны голоса.
Это люди. Ну, это явно кто-то из местных тусуется здесь. Это очень странно. Но она болтается. Ветер. Ветра здесь как такового нет. Смотрите, она практически успокоилась. Значит, ее кто-то сейчас задел здесь. Это рисково. Рисково. Длинные коридоры. Это разница температур, смотрите, какая в подвале. Реально минусовая температура, здесь плюс. Вода. Так. Здесь кто-нибудь есть? У нас такая же херня на съемках была. А до сих пор не могу объяснить, Везде что это знаки. такое. О, вот, мне кажется, бинго сейчас. Да, вот сюда нам надо. Да, точно сюда. Сожжено все. Вы как всегда хотите, чтобы я туда попер, да? А я вот не хочу. Господи. Здесь очень рисковал. Серьезно, прям очень неприятно. Что, серьезно, что ли? Это мозг. Что за... Алло, Сер, давай, в общем, на нижний этаж за мной, иди срочно. Сер, просто пи***. Я не хочу здесь один остаться. Блять, ты просто представляешь себе картину. Ходит, короче, чувак с фонарем. За ним наблюдают где-то типы разные, да, по углам. Там кто-то где-то его услышал, кто-то где-то этот. И просто себе представляешь картину, блядь, кто-нибудь в тишине, он говорит, слышь, подойди ко мне, там, да, никто не слышит. И просто в тишине, блядь, все, сразу, блядь. Хотели, говорит, пописать заодно и покакали, все хорошо. Может, не надо его трогать, а? Блять. Я не знаю, видно вообще людям или нет сейчас. Он прям, ну он недавно здесь лежит, его вот только что было. Просто пи***. Давай так, от меня это не отходишь? Вместе пойдем. Да, конечно. Он... Здесь Димон не осуждаю, абсолютно правильно делает. Идти вообще на заброшку в одно лицо, это очень херовая затея. Очень херовая. Потому что после рассказов про сатанистов и прочее, мне вообще нет желания здесь одного ходить. Смотри, это вроде песок. Это пыль. Это вот самый центр, да, выходит? А, слушай, это вот, наверное, вот здесь вот все вот сатанюги собирались. Вообще не помню. Один с колодцев. Слушай, а ты чувствуешь запах тухлятины какой-то жесткой? Что-то такое есть. Ну, отдаленно. Может, здесь еще где-нибудь что-нибудь лежит? Или лежат органы какие-то?
Фу, не, серьезно, прям вот где-то здесь воняет. За все время, что я ходил по заброшкам, я видел трупы, собак не видел, кошек видел, головы видел, куриные головы видел, крысиных, мышиных, всяких частей, запчастей, очень много тоже видел, видать, как-то с ними, что ли, какие-то проводят ритуалы, я не знаю, особо в этом, к сожалению или к счастью, не разбираюсь, так что факт остается фактом. Я в соло Сейчас пойду, не переживай. проведем небольшой эксперимент. Спасибо. Спасибо, брат. Если здесь кто-нибудь есть. Сейчас скажу, что могу сказать. На одной из съемок, когда мы, так скажем, пообщались, да, с определенными лицами, относящиеся вот к этим вот веселым ребятам, то надо, тот поймет, о чем я говорю. Нам сказали: никогда, блять, никогда верите, не верите, даже вообще даже не вздумайте, если видите пентаграмму, особенно когда на земле они что-то делают, вот рядом вот с этой вот пентаграммой вообще не вздумайте ни зажигать ни свечи, ни пытаться там остаться. То есть чем дольше, вот как вот дословно нам сказали, это причем слышали, ребята, то, что чем дольше вы находитесь у этого места, тем больше вероятность, что вы просто потом сойдете с ума от того, что вы можете увидеть либо сразу, либо потом. И вот у меня вот эти вот слова, я их запомнил просто вот раз и навсегда. То есть я теперь стараюсь везде на заброшках, они практически везде, эти пентаграммы есть. Я стараюсь везде их обходить. Везде вообще, то есть как-то стороной. Не знаю почему, потому что чувак говорил настолько это уверенно, настолько серьезным лицом, насколько это, блядь, вообще возможно. Так что, окей, смотрим дальше. Извините за такое лирическое отступление. Дайте знак. Даже не понимает, что он делал. Ну, треск от одной прям до свечи идет. А, видно прям, что колышется. Возможно, свеча такая. Может быть. Блять! Сер, иди сюда. Еще раз говорю, 0 вопросов здесь Димону, то, что он кого-то взял с собой. Смотри, есть кто-то или нет? Сер, иди сюда. И именно с той стороны, Я где вот свеча, сейчас да? Вообще без шуток. Иди сюда. Смотри, есть что-нибудь или нет? Вот что-то здесь. Есть что-то или нет? Нет, ну вот тут две точки видите. Не, я имею в виду, ну как бы вообще. Грязь там или что? Ну да, я не знаю. Просто я вот сейчас вот вообще без прикола, без всего. Такое вот чувство, знаешь, ну и вот как вот, ну, бля. Я подумал, что это ну просто ветер так вот, знаешь, резкий прям. Вот не знаю насчет здесь вроде нету. Вот здесь вот очень сильно стоит. Вот прям вот, кстати, сюда, тут прям дует на тебя. Ну слушай, здесь реально ветер. Вот именно Просто вот конкретно вот здесь вот. Слушай, я не хочу туда заходить. Сер, что-нибудь нашел? Он правильно делает. 12 тысяч лайков. Вот, походу, тоже. Искатели приключений. Пойдем дальше. Вот, но там запах сильнее. Что-то это нехорошие какие-то звуки. Нет, это типа местные ребята нас пугают, так что. Да, я сомневаюсь. Ебать, чувак.
Вот это, ну это прям... Это место, оно очень, я напомню, ребят, славилось именно вот оккультистами. Очень вот эта вот заброшка славилась. Что там просто там такое исполняли, блядь, что там только не делали. Это я точно помню, это я точно знаю. Это прям на 100%, потому что, еще раз говорю, мне, и когда в электричке мы ездили, это сколько рассказывали про это место, и конченое Это, ну, место это было. просто Слушай, мне это реально очень нравится. И очень хорошо, что ее снесли, да. И хрень. И то, что там сейчас происходит. Вот что это? Бля, ну это вот, это где-то здесь они ходят. Да вот он близко. Это, возможно, люди услышали, невозможно, а скорее всего. Люди их услышали и исполняют что-то непонятное. Может быть, местные просто бомжи специально пугают, чтобы ушли просто. Вот опять Немастор этот. Сер, Как название? серьезно, от греха. Что, блядь? Вот опять Немастор этот. Сер, серьезно, от греха подальше иду. Сер, от греха подальше, давай пойдем. Ладно. А так хотелось веселья. Кого жопу веселье-то? Блядь, наверное. Я извиняюсь. Сер, серьезно, давай Интересно. пойдем. Потому что я понимаю все. На всякий пожарный это, ручку на кобуре держи. Каждый из нас идет в ад. Там надо вон не они, ручку на собственно. кобуре. Там надо доставать. Вот они, ёпта. Бля. Сер, давай валить. Валить, серьезно. Прям у меня прям вообще на сердце очень хорошо сейчас. Как вы понимаете, у меня сегодня образ Константина из комиксов, потому что реально надо разобраться, что же происходило в ХЗБ. Я думаю, каждый из вас понял, что это действительно гиблое место, потому что столько негатива я за свою жизнь нигде не видел. Это свастики, пентаграммы, надписи 666 на стенах, задушенные животные, в конечном счете органы, которые мы нашли в подвале. Мне кажется, тут любые комментарии просто излишни. Не знаю, как это работает, но мне кажется, такое количество смертей, которые происходили в Ховринской заброшенной больнице, вот эти все действия людей, весь негатив, который там копится, действительно может вызывать какие-то потусторонние силы. И в первый раз, когда мы туда пошли, мы встретили местных ребят, так назовем. Во второй раз мы тоже на них наткнулись, уже когда завершили съемки, к нам навстречу выбежало несколько человек и действительно агрессивно настроенных. Мы уже в этот момент полностью отсняли материал, поэтому есть только звук, который вы можете сейчас послушать. Так? Что такое? Влазь. Влазь далеко. Нет, свои, мужик. Мы с Не охранником. свои. Тихо! Ты что? Тихо, стоп! Так, мужик, давай. В принципе, из этой ситуации мы вышли также практически невредимыми. К сожалению, Сергею разбили очки, пытались заломать его, повалить на землю, но подоспевшая охрана Ховринского...
Вот, блядь, вопрос один всегда меня мучает. Вот Сергею разбили очки, там еще что-то, 5-е, 10-е. Блядь, ребят, вы идете в очень стрёмное место, где находится, еще раз говорю, в черте города, мегаполиса. И ни в коем случае категорически нельзя к себе даже, блядь, на расстояние, я не знаю, 2-3 метров подпускать человека, потому что если у него есть плохие намерения, если он хочет что-то достать, какой-то предмет, либо еще что-то, с 5-6 метров вы не успеете даже из кобуры достать ствол. Не успеете. Подготовленный более-менее человек настигнет вас в мгновение ока. Просто в мгновение ока. Если у вас только нет какой-то супер спецподготовки по стрельбе, если вы там не какой-то невъебенный стрелок, там самая быстрая рука на Диком Западе, может быть. Это опасное место. И будьте всегда предельно аккуратны, говорю это еще раз всем. Потому что даже вот говорю тем, кто когда-нибудь, я понимаю, что рано или поздно я встречу людей, которые меня смотрят на заброшке, каким-то образом, еще чем-то. Но никогда близко не подходите сразу схода. Никогда этого не делайте. Потому что ты не знаешь первые минуты, что у человека на уме. Вообще понятия не имеешь. И подпускать близко к себе в таком месте это крайне опасно. Просто крайне опасно. Поэтому это очень жестко. Это очень жестко. Если тем более они уже дотронулись до его очков, до его лица, то есть они могли просто одним движением лишить человека жизни, если бы это были какие-нибудь отморозки. Ховринской заброшенной больницы разрешила эту потасовку. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что там постоянно кто-то есть. Чисто теоретически в процессе всей съемки за мной могли следить. Этим можно объяснить качающуюся трубу. Ветра там не было, и, соответственно, единственный вариант, что данную трубу мог кто-то... Не согласен, потому что, еще раз повторюсь, вот здесь вот, конкретно вот с этим местом, с Димоном не соглашусь, заброшка имеет одно такое... и хорошее, и плохое, наверное, да, так скажем, посыл, то, что там передвигаться бесшумно крайне тяжело. Крайне тяжело, потому что на полу лежит огромнейшее всегда на любой заброшке количество мусора, стекол, камней и прочего, и все здания, они всегда полупустые. Ну, в основном, по крайней мере, заброшки полупустые. Это открытые коридоры, открытые какие-то комнаты, окна, двери, и звук распространяется просто за секунду. То есть, если ты слышишь где-то какие-то шаги, а на видосе мы видели, да, то, что труба качается, она перестала качаться. То есть, Димон говорит, человек недавно, прям совсем вот буквально там, да, там полминуты назад, минуту назад, когда вот я предполагаю, он проходил, и он не мог бесшумно пройти. Даже босиком это было бы крайне тяжело сделать. Поэтому здесь под вопросом. И очень надеюсь, что уже за года съемок Димон не будет допускать больше таких ошибок. И в плане безопасности все-таки будет более внимательным. Потому что это очень опасно. Задеть, и она... Сразу же пойду просто без раздумий лайк поставлю, ребят, что тоже вас прошу сделать за такой контент. И за то, что человек жизнью рискует. Поэтому мне кажется, что со 100% вероятностью можно сказать, что это были... какие-то местные жители. Не, я тоже думаю. Тем же самым можно объяснить и непонятный блик света, который появился в коридоре после того, как я спросил, здесь кто-нибудь есть. Я, к сожалению, этого в процессе съемки не заметил и никак не... Меня вот эти блики света очень напрягают за все время съемок, потому что, вы знаете, каждый божий раз на какой-то заброшке что-то постоянно, блядь, бликует. Ты идешь, подходишь, бликовать нечему. То есть, знаете, вот эти вот такие вот, они вот прям однотипные вот эти вот секундные такие вспышечки, знаешь, такие пук света. То где-то на земле что-нибудь бликанет, то еще что-то. Сослаться могу только на одно. Только на одно, это постоянно на земле какое-то, где-то стеклышко лежит, где-то баночка, где-то бутылочка. Но, мать его, на каждых съемках, даже в лесу, идут постоянные эти блики. Так что вопросов остается очень много. Погнали дальше. Не отреагировал, но на видео все хорошо видно. Мне кажется, это просто кто-то из местных ребят испугался моего вопроса и забылся и провел фонариком по стене. Может А быть. теперь, ребят, мне кажется, надо перейти к той ситуации, которая действительно меня удивила. Давайте рассмотрим ситуацию, которая произошла в подвале. Как вы понимаете, место просто дико жуткое. Весь пол подвала в Ховринской заброшенной больнице устлан какой-то смесью песка и бетона, и выглядит это как пепел. Там видно, да.
В воздухе, как мы и говорили, чувствуется какой-то запах, ну вот серьезно, запах разлагающегося тела. Трупный запах, он от кошек, от собак, еще от чего-то в закрытом помещении, когда оно не проветриваемое, тем более, я думаю, очень далеко будет распространяться, и видео Димона, он абсолютную правду говорит, это чувствуется на определенном радиусе, то есть человек подходит, он начинает чувствовать со всех сторон вот этот вот запах, его ни с чем никогда не перепутаешь, так что на заброшках тоже очень часто этот запах присутствует, что где-то либо какие-то органы валяются, либо вот эти вот бошки, и они все издают вот этот вот кончелыжный вот этот запах. Поэтому здесь он абсолютно прав. По крайней мере, в тот момент, когда мы там были, действительно этот запах присутствовал. И его чувствовал и я, и Сергей, Не-не-не, это, который конечно. отвечал за охрану. Давайте внимательно посмотрим на свечки. Как мы видим, пламя в этот момент никак не дрожало. Но я ощутил на плече, как же это описать? Ну вот представьте, что это очень холодное дыхание. Чисто теоретически это мог быть человек, который в соседней комнате чем-то махнул, создав этот поток ветра. Но, к сожалению, В соседней или комнате. к счастью, никого не было. По крайней мере, вот эта ситуация впервые я не нахожу ей никакого объяснения. И, честно говоря, я даже не хочу искать объяснение, потому что А вот это правильно. Вот это то, про что я всегда говорю после каждых съемок, особенно вот последних. Иногда ты просто не хочешь разбираться и пытаться как-то объяснить что-либо. То есть ты просто не хочешь этого делать. По одной простой причине. Для того, чтобы просто на этом не зациклиться. То есть просто не зациклиться на том, что ты просто потом духа не хватит куда-либо пойти. Поэтому, ребятки, здесь я с Димоном полностью согласен. Правильно делает. я точно уверен, что в этой чертовой больнице действительно что-то происходит. И я сейчас вот реально обращаюсь ко всем, кто смотрит это видео, кто смотрит другие выпуски Госбастера. Я вас действительно хочу убедить, что туда ни в коем случае нельзя идти. Вы должны вот понимать для себя, что если вы идете в эту больницу, особенно ночью, то вы можете заплатить очень большую цену. Самую главную цену. Я могу одно сказать. Я безумно рад, что снесли эту больницу. Наконец-то ее к чертовой матери снесли. И очень надеюсь, что подобные вот такие вот вещи, они больше строиться не будут. Хотя, наверное, это всего-навсего дело времени. И куча есть других мест, которые пугают людей, дальше продолжат их пугать. Друзья, соглашусь со словами Дмитрия. Когда куда-то идете, ночью, днем, в поисках адреналина, в поисках приключений, помните, что цена вашего похода может быть очень дорогой. Поэтому подумайте даже не 10, а раз 20, прежде чем это делать, и никогда не ходите один. Это самое страшное, самое стрёмное, что может быть. Потому что заброшка, она ошибок не простит так же, как и дорога. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны на заброшках.